Встречались с такой ситуацией? Ваша дочь хочет пойти на бесплатные курсы по компьютерной графике, но оказывается, что они только для мальчиков, а для девочек шитье. Или на детской площадке мама бьет ребенка по попе за то, что он упал в лужу, он плачет, и вы не знаете, как ему помочь. Или в спортивной секции тренер кричит на детей и заставляет отжиматься, если они его не слушаются. Свой крик он объясняет воспитанием чемпионского духа. Все это нарушение прав детей, которые закреплены в Конвенции ООН по правам ребенка. Одной из первых ее подписала Швеция. Давайте посмотрим, как там устроена защита прав детей. Шведские дети очень разные. Есть дети, которые живут в одном доме с дедушками и бабушками. Есть те, кого воспитывают только родители, в том числе однополые. Есть дети, которые читают Астрид Лингрен и Свена Нурквиста, а есть те, кто залипает на видеоблогеров. Есть дети, чьи родители только что приехали в Швецию. Всех их одинаково защищает закон на основе 3 простых тезисов. Первое. Дети – полноценные члены общества, которые, как и взрослые, обладают правами. Они закреплены в Конвенции. Это, например, значит, что тех, кто совершает преступление против ребенка, судят не менее строго, чем тех, кто совершает преступление против взрослых. В 1979 году Швеция приняла закон, который запрещает любое, как психологическое, так и физическое насилие над детьми. Любое рукоприкладство запрещено как учителям, так и членам семьи. Неважно, какой религии, духовных скреп и воспитания они придерживаются. Домашнее насилие – это уголовное преступление. В 2011 году в стране судили итальянского политика, который ударил собственного ребенка, находясь в отпуске в Стокгольме. А в 2014-м малазийских дипломатов, чьи дети пожаловались на домашнее насилие. Это вызвало политический скандал. И послу Швеции в Куала-Лумпуре даже пришлось объяснять, чем шведские законы отличаются от малазийских. Если ребенок хочет о чем-то поговорить, но не с родителями, для этого есть телефонная линия. О ней детям рассказывают еще в детском саду. Отобрать детей у родителей, вопреки их воле, может только суд. Это случается реже, чем добровольная передача детей от биологических родителей приемным. Детских домов в Швеции нет. Второй тезис. Все дети должны обладать равными возможностями. Чтобы дети из малообеспеченных и богатых семей чувствовали себя одинаково, в школах все бесплатно. Учебники, карандаши, ручки, бумага, питание. Чтобы каждый ребенок мог развиваться в своем темпе без необходимости сравнивать себя с другими, оценки до 6 класса не ставят, а успеваемость не обсуждается на общих родительских собраниях, а только при личных разговорах. Чтобы у мальчиков и девочек были равные возможности, нет разделения на женские и мужские уроки труда. А чтобы дети, которые в семье говорят не на шведском, не забывали язык родителей, они имеют право на урок родного языка. И третий тезис. Детям нельзя врать. Детей не находят в капусте, и их не приносит аист. Среди нас есть те, кому больше нравятся девочки, и те, кому больше нравятся мальчики. Мы все какаем и писаем. И наши бабушки и дедушки, увы, иногда умирают. Они уезжают в деревню или в командировку. Обо всем этом можно говорить с детьми практически с любого возраста. И для того, чтобы было легче, существуют передачи на телевидении и книжки, в том числе про политику и религию. Поэтому ученики даже младшей школы обычно в курсе, кто такой Дональд Трамп или Владимир Путин. В средней школе могут быть даже свои выборы. Они проходят одновременно с парламентскими и по тем же бюллетеням. Итого, детей нельзя бить. Дети должны быть равны, детям нельзя врать. Все как с равными. В Швеции к детям действительно относятся как к равным, и это работает.